Ну что ж, всем привет! Сегодня у меня маленький такой репортаж, который называется «Один день из жизни моей работы». Я нахожусь на крупном предприятии, на металлургическом заводе. И вот в данный момент я остановилась на парковке, пообедала в такой хорошей заводской столовой. И в целом сейчас мне нужно переодеться. Вот видите, я тут немножко переодеваюсь прямо в машине. И мы поедем с вами на коксохимическое предприятие. Сегодня мы полезем на коксохимическую батарею для того, чтобы замерять температуру рабочей жидкости в баках. Потому что есть одна проблема. О ней я вам расскажу. Так что сейчас я переодеваюсь и мы едем. Окей? Так, температура за бортом у нас 30 градусов. Температура туда, куда мы едем, дай бог, было бы 60, а то может быть и выше. Поэтому я, в общем-то, оделась погрязнее, потому что обычно, когда дело идет про переговоры, я могу поехать в деловом костюме, в рубашке. Она позади меня висит. Но сейчас ситуация у нас требует несколько другой подход. Так что мы сейчас оденемся по полной программе. Берцы, униформа, очки, комбинезон и все остальное, все, что требуется. Так что я, слушай, у меня, кстати говоря, по-моему, лучше получается рассказывать про работу и про какие-то там дела, чем про компьютерные игрушки, какие мне хочется. Вот такие вот дела. В целом я готова. Надо было прям какой-нибудь кронштейн сделать для машины, и можно было бы ехать. Выгляжу я не знаю, вот так показать себя во всей красе. Позади меня в багажнике у меня лежит каска. Сейчас я достану. Вот такие вот у меня очечки. И так далее. Так что едем. Вроде я готова. Ехать нам совсем чуть-чуть, но тем не менее решим. Окей. Добро. Поехали. Воплощаю одновременно все, что я хочу. То есть я реализую себя как инженер, как технический специалист. И в мою задачу входит в первую очередь решение сложных технологических проблем. В первую очередь я являюсь техническим специалистом именно в области смазочных материалов. Поэтому вопрос подбора смазочного материала, эксплуатации, то есть когда мы говорим про какое-то промышленное оборудование, вот это в первую очередь моя, такая, скажем так, прямая работа. Что касается вообще моего образования, это химия в первую очередь. Химия топлива, химия природосодержащих природных материалов, если говорить уж прям совсем точно и красиво. Самое нас не сбил какой-нибудь БелАЗ, и было бы все отлично. Солнышко будет то спереди, то сзади у меня, поэтому мне нужно будет как-то тут аккуратненько ехать. Безумно жарко. Я сейчас пытаюсь включить кондиционер в машинке. Самое главное еще это не препятствовало, скажем так, записи звука. Что еще? На коксохимическом производстве, куда мы сейчас поедем, я еду для некоторых внесений корректив в те испытания, которые у меня запланированы. Проблема заключается в следующем, что все технологическое оборудование, то есть все коксовые машины, давайте я сразу начну с самого главного, потому что как тут в половине тренингов мы общаемся, по-моему, выходит, что с самого начала, если говорить
про смазочные материалы, да, не знаю, там, про любые материалы. Надо, чтобы собеседник четко и ясно определился с тем, что он понимает, о чем вообще идет речь. Так вот, коксовая батарея — это огромное здание, по сути своей это несколько сотен маленьких печей. Ну, маленьких это как? Это высота этой печи где-то метра 4, ой, вру, какой 4, метров 8 она высотой и 26 метров длиной, ширина примерно сантиметров 50, может быть 60. То есть это такой большой слоеный пирог. То есть это большое здание кирпичное из огнеупорного кирпича, которое разделено на такие маленькие секции под печью. Мы тут остановились на железнодорожном перекрестке. Вроде как поезд уже прошел, мы едем дальше. Хоть и знак обязательно остановки есть. Вот. Основа, значит, эта печь работает фактически на газе. То есть между этими камерами коксования либо печами стоят действительно, ну скажем так, прослойки там, с трубами с газом, и он сгорает в стенах этой печи. А в эти печи загружается уголь, то есть обычный наш природный уголь, которым там, мы бабушки топим печку на даче. И этот уголь без доступа к кислороду там не просто сгорает, а именно он меняет свою кристаллическую решетку. Как мы знаем, что уголь, что газ, что нефть, что уголь, что какие любые угодно природные смазочные материалы. Какие смазочные материалы? Все природные полезные ископаемые. Это углеводороды. То есть это вещества, состоящие из углеводородов. Тот же графит — это тоже углерод, тот же алмаз — это тоже углерод, и уголь — это тоже углерод. Из угля можно сделать алмаз при высокой температуре, давлении и так далее. Так вот, так как мы работаем на металлургическом заводе, тут можно доменную печь для выплавки стали топить углем. То есть можно взять уголь и спокойненько там затопить его. Но это требует больших запасов энергии, это требует большого запаса электроэнергии и тепловой энергии. И намного эффективнее сжигать при выплавке стали не конкретно уголь, а так называемый кокс для обогащения. В процессе приготовления, скажем так, стали, ну, в первую очередь не стали, а чугуна, если быть прям совсем точными, используется вместо угля кокс. То есть кокс — это, по сути, топливо для металлургического производства. Соответственно, мы сейчас производим кокс. А есть у меня там другие цеха, где уже выплавляют стали, есть еще другие цеха, где эту сталь уже непосредственно прокатывают в листовую сталь и делают из нее там, хотя нет, это металлургический завод, поэтому никаких деталей здесь не делают, сугубо сырье, сталь. Значит, дальше, что я могу вам рассказать? Все обслуживание вот этой самой огромной коксовой батареи ведется так называемыми коксовыми машинами. То есть это огромные, тоже высотой 4-этажный дом, машины, оснащенные гидравлическим механическим оборудованием, которые занимаются, по сути, своим обслуживанием этой самой печи. Ну, то есть этих печей. Их огромное многообразие. Вот тут вот прям КамАЗ вылетел навстречу, обгоняет другой КамАЗ. Ребята вообще молодцы, тут катаются. Но я, видите, уже знаю, куда ехать, хоть и нарушаю все техники безопасности, что общаюсь вместе с вами. И при этом еду по промышленным объектам. Ну да ладно, я рисковая девчонка. Мне все можно. Итак, мы тут окольными путями едем по территории. Территорию я в целом снимать не буду. Вы что-нибудь там увидите на заднем плане, где я еду, короче, вообще, что я еду. Вот. Но если вкратце, вот я вам сейчас покажу лобовуху. Вот это и есть как химическое производство, эти самые трубы и вон эти самые печи. Надеюсь, вам будет примерно видно. Надеюсь, это было видно.
вот это где мы с вами едем. Вот так просто, чтобы вы примерно оценили, что это и как это. Грязно, пыльно, моя работа. А то как бы кто-то сомневается, чем именно я занимаюсь и что именно я делаю. Вот я вам сейчас расскажу, покажу все наглядно и доступно. Где мы с вами едем, что мы едем, куда мы едем. Кстати, сразу в заключение я могу сказать, что в целом разрешение на фото, видео и аудиосъемку у меня есть. Я могу вывозить с лаборатории любую техническую документацию и как бы все необходимые моменты, какие мне нужны. Вот этот вот поворот я очень люблю. Тут очень узкая старая дорога. И мы едем фактически вот по таким вот закоулочкам. Тут вообще одностороннее движение. Мы с вами въезжаем, черт вообще пойми куда. Но как бы завод есть завод, поэтому ну, вот кто-то там говорил за всякого рода инновации и прочее. Вот он меня пропустит сейчас или нет? Я думаю, что нет. Хотя по-хорошему он должен, конечно, меня пропустить. Ну вот, в общем-то, я и приехал. Отстегиваю ремень безопасности, хотя в целом на территории можно ехать без ремня. Только что мимо меня проехало 2 пожарных машины. Я надеюсь, ничего страшного не случилось, и мы с вами, скажем так, можем продолжить работу. Что я могу сказать? Ну, для начала мне придется одеть все же очечки свои. Свои вот такие вот очечки. Сейчас я это сделаю. Сейчас догодите. Надо точно купить себе этот кронштейн под планшет. Ибо все же это очень полезная штука. Волосы убираем. В соответствии с техникой безопасности. Телефон. Ключи от машины. В целом мне понадобится только ежедневник и кое-какие дела. Так, выходим из машины. И вы в целом ни хера не услышите, потому что это завод. Мне потребуется моя каска и мой вот так вот. Мы полезем сейчас к черту на куличке. Естественно, я полезу не одна. Сейчас я сначала зайду в цех и поговорю с коллегами именно по работе. Потом уже вместе с ними полезу на саму станцию. Замерим температуру, все посмотрим, и я надеюсь, что все будет отлично. Он ждет, пока этот отъедет с другой стороны. Без команды дверь не открыть. Команду дает машинист электровоз. Когда он вагон будет подвозить, он тогда скажет: доходим. И номер печи говорит такой водитель. Потому что были случаи такого, что машинист заранее отводил, слышалось ему одно, но это человек. Ну да. Раз, и он включал. А это именно коксовый газ, да? Это после загрузки, оно так дымит. Почему? А? Почему?
так, давление в камере. И пока вот этот газ, сейчас его не включили на отсос газа. Его потом используют куда-то? А? Его потом куда-то используют? Газ отсасывается, очищается, повторно сюда подается на отопление. То есть это тот, который не сгорел, да? Вот просачивается сквозь планету. Когда происходит без доступа воздуха, вот этот газ-то выделяется, его отсасывают. А потом повторно используют здесь на отопление батареи. А то сейчас очищает, да, дверь? Чисто делают, да. Дверь завел надо. Там это кирпич, а там чугунные эти и рамки самочистятся. И сколько вот так вот одна дверь как бы служит по времени? Должна ходить от расперевода капитальный ремонт коробки. А так по необходимости. Чтобы уплотнение было максимальное, да? А сверху никак? Контролей. Как? Вверху окна. Аппаратура чисто. Это машинист. Лучше свою половину зачищать. А то, что там делает машинист, это потом машинист чистка рамку разводит. Не чистит весь. Это следующий. Это 76. Ну да. А сколько тут температура, Игорь? 800? А? 800 где-то, да, или выше? 1200 в печи. А как он точно определяет, что он прям отъехал в разъем? Там отметки нанесены. Это уже все отметки стоят. Уже знают, за сколько печей. Да? За 3, за 4, да. И в кабине там на том стекле, который смотрит на батарею, стоит уже метр. Тут разве температура не выше, чем на загрузке? Пятьдесят 4,4. Нормально. И лучше он туда надо. В двери стоит блокировка, концевой выключатель. Вот сейчас ты посмотришь, вот заходи подальше. Вот, Маслобак у него был сбоку, да? вот это. Не, вот смотри, вот сейчас будет люк сниматься откуда. Люк-то я помню, как Вот, а вот бункер. А цилиндр стоит с той стороны наверху. Мы на площадке поднимемся, я тебе покажу, где стоит цилиндр. Почему Васильев вот думает над этим вопросом? пойдет или не пойдет. Потому что, да, печи вроде сейчас нормально идут, но когда ты начинаешь это снимать, и загрузка происходит, пламя туда, там, бум, и она вокруг бункера может идти. Вот сейчас, как оно будет, все зависит от давления какое-то. А загрузка идет через оба или через один? Сначала грузится первый, третий, а средним добавляют. Вон, по-моему,
задымило. Сейчас опускай. Вот, видишь, спавны какие. Сейчас он начнет сыпать туда, представь. Вот. Вибратор включил, шахта пошла вниз. Надо думать, как чтобы вот эту гадость все зон какой-то настраивать, чтобы это все вот отсасывать, чтобы это все в атмосферу не летело. Ну да. Какую-нибудь вентиляцию придумать. Здоровенный вентилятор тут не поставишь. Нет, на машине можно придумать какие-нибудь Сюда. циклоны какие-то, да. Подожди, цилиндр висит. Видишь? Ну да, прям сразу. Вот на пятой загрузке все дело и сгорело. Из-за того, что вот прям поднялось. Да, выброс падает. Потому что электричество отключилось, они съехать с печи не смогли. Вот, соответственно, Тут жарко, кстати говоря, намного жарче, чем там. 64. 64. Все открыто, вся площадка. Это весь цилиндр, да, вот этот? Малюсенький Да, вот такой. цилиндр. Возвращаясь к теме, мы сейчас сходили по всем коксовым машинам, замерили температуру. Зачем мы это делали? В чем вообще суть? Суть в том, что раньше в этих машинах использовалось индустриальное гидравлическое масло, ну, как бы индустриальное 40-й вязкости, то есть по международной системе ICO это 68 класс вязкости. Так вот, этот самый класс вязкости полностью удовлетворял, все было здорово. Но так как вы видели, что работа машин напрямую сопряжена с высокими температурами, то масло просто возгорало в результате любой аварии, либо выхода из строя какого-то гидравлического оборудования, обрыва шланга. Все это легко воспламенялось, а одна эта машина стоит много-много миллионов рублей. Для того, чтобы решить эту проблему, как бы наша организация, да, то есть мы официальные представители ТНК были недавно, в конце прошлого года ТНК объединилась с Роснефтью, и, скажем так, мы как бы получили такой статус практически государственной компании, ну не практически государственной компании, самой крупной нефтяной компании в мире. И наш проект заключался в том, что мы заменяем, скажем так, вот это индустриальное минеральное масло на специальную пожаробезопасную гидравлическую жидкость. Она пожаробезопасна с тем, что на практически 50% она состоит из воды. То есть это смесь моноэтиленгликоля и воды. Как вы видите, мы замеряли температуру не просто так. Основная проблема в том, что периодически нужно следить за концентрацией смеси вот этой воды с моноэтиленгликоля и добавлять либо воду, либо моноэтиленгликоль. И из-за этого увеличивать срок работы самого вот этого масла в качестве среды для работы гидравлической системы.
Моя работа заключается в том, чтобы сейчас поставить сюда соответствующие нестандартные фильтрующие элементы для того, чтобы отфильтровывать воду с моноэтиленгликолем, и поставить сюда специальные насосы для того, чтобы вода смешивалась в баке этих самых гидравлических машин в нужной нам пропорции. Для этого я раз в месяц сюда приезжаю, провожу мониторинг состояния системы, то есть спрашиваю, часто ли происходили обрывы гидравлических приводов, допустим, смотрю за лабораторные анализы, слежу за концентрацией воды, за какими-то мехпримесями и прочими. Все, что здесь происходит, напрямую касается меня, потому что фактически я руководитель технической службы, которая занимается контролем и внедрением подобных проектов на крупнейшие металлургические заводы. Часть подобного оборудования у меня была именно на металлургические цеха. Сейчас после этого выезда время у нас 14:42. Я еще успею съездить еще в один цех. Там у меня я поставляю смазку для прокатного стана. Там идут сейчас испытания, я их запустила. Поставила специальный насос для подачи консистентной смазки с специальным итальянским расходомером. Я надеюсь, что они это все собрали, и уже заложили смазку, я это увижу в работе. Вот такая у меня работа, такие проекты, именно этим я и занимаюсь. Так что видите, я вся в мыле, там температура действительно 850-1100 градусов, и естественно это работа. Моя работа, и я горжусь своей работой, и действительно это здорово. Так что сейчас мы едем с вами в прокатный цех, в производство стали для динамных машин, то есть для трансформаторов и прочего. Специальные марки стали там делаются. Поэтому мы с вами сейчас и поедем туда. Все, добро, до скорого. Так что такая у меня работа, такие у меня проекты. В общем-то, работа здоровская, интересная. Я действительно по-настоящему, искренне могу сказать, что я обожаю свою работу. Я получаю в целом неплохие деньги для девушки, и в целом я хочу и могу получать больше денег. Поэтому, когда ты действительно ощущаешь то, что твоя работа приносит тебе действительно нормальный заработок, она тебе интересна, я считаю, что это очень важно, что для девушки, что для парня. Вот такие дела.